Здравствуйте, друзья! Хочу сегодня представить вашему вниманию вот такие вот украшения. Это кулоны, которые я сплела из бисера, кристаллов и биконусов. Получилось как будто бы два совершенно разных украшения. Плетутся эти украшения по одной и той же схеме, абсолютно одинаково. Единственное, что когда вы сплетете вот такое украшение, в конце добавляется некоторое количество бисерин и биконусов. Плести, в общем-то, несложно. В качестве вот этих вот больших и таких красивых кристаллов я взяла мебельные пуговицы. Мебельные пуговицы диаметром 2 сантиметра. И поэтому рассчитано украшение под кристалл 2 сантиметра диаметром. Также можно взять кристалл меньший и сделать это украшение не на 12 бисерин и кристаллов, а на 8. Ну вот, получается, что с обратной стороны. Конечно, если у вас будут вместо пуговиц кристаллы, то можно использовать и кристаллы. В качестве подвеса я пришила вот здесь вот замочек, который подходил по цвету. Дело в том, что получился очень нарядный и красивый кулон, а по цвету подходящего материала, проволоки или такой вот штучки для того, чтобы вставить цепочку, у меня не нашлось. А вот этот замочек идеально подошел по цвету. И смотрится очень красиво, как красивое дорогое украшение. Этот кулон я сплела раньше, чем этот. Но, видите, материалы немножко блекнут на фоне вот этого красивого кристалла. Так что светлые материалы, в общем-то, я бы, наверное, не рекомендовала, если у вас кристалл вот такой вот яркий и красивый. Лучше взять или темный материал, или какой-нибудь такой среднего такого цвета, но не светлый. Какие я использовала материалы? Биконусы 4 миллиметра. Кристаллы 2 на 3 миллиметра. То есть разнообразие материалов здесь не нужно. Я пробовала вставлять другой размер кристаллов, но получается не очень красиво. В данном кулоне я использовала бисер 18549, ну и бисер, соответственно, размер 10. А этот кулон, вот я брала бисер 18184 и тоже размер 10. Плела я на леске 0,20 миллиметров. Также можно взять и 0,18. Ну и так давайте приступим. Моя пуговица диаметром 2 сантиметра. Поэтому для такого размера мы набираем вот такую вот комбинацию. 12 кристаллов 2 на 3 и 12 бисерин. Нитки я взяла около метра. Проходим вот сюда следующую бисерину. Набираем 9 бисерин. И делаем вот так. Смотрите, отсчитываем от этой бисерины 1, 2, 3, 4, 5.
И в шестую вот сюда заходим. Теперь вот наша ниточка выходит, проходим сюда на 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. В пятую выходим. И подтянули. Набрали 4 бисерины. И проходим 1, 2, 3 вот сюда. Можно пройти с этой стороны, а можно пройти с этой, без разницы. Ну, давайте пройдем вот так. И теперь заходим сюда же, в эти 4 бисерины, которые мы набрали. И пятая бисерина, которая у нас центральная, заходим, смотрим вот так. Видите, ниточка у нас заходит с этой стороны сюда. А мы заходим вот с этой стороны. Набираем еще 4 бисерины. И опять считаем. 1, 2, 3. Вот сюда в третью заходим. С одной стороны зашли. И подтягиваем. А теперь мы смотрим, куда мы должны с вами выйти. Смотрите, получается так, что каждая бисерина, которая у нас идет вот такая вот дорожка от нее, она с двух сторон охвачена леской. Вот и вот. А вот это у нас получается только с одной стороны, потому что мы отсюда вышли и пошли вперед. Поэтому мы с вами сначала заходим вот в эти 4 бисерины, которые мы набрали. Видите, смотрим опять, нитка пошла отсюда. Поэтому мы заходим сюда вот с этой стороны. Вот посмотрите, как получается, что у нас охватывает вот так с двух сторон. И подтягиваем хорошенечко. И, как я сказала, мы должны пройти вот в эту бисерину вот с этой стороны. 4 прошли. Заходим в центральную пятую. И идем вот так. И заходим мы с той стороны, где нету ниточки. Вот, видите? Поэтому мы заходим с другой стороны. И проходим вперед, так куда хотим. Вот так. И мы должны с вами выйти из бисерины. Вот так. Чтобы ниточка выходила не из кристалла, как здесь у меня, видите? А выходить будем из бисерины. Вот так. Будем мы делать все время сами вот такой набор. 1 бисерина, 1 биконус и еще 1 бисерина. Подтягиваем набор к плетению. И заходим, смотрите, вот у нас ниточка выходит, а мы заходим опять в биконус. Вот так. И подтягиваем. Берем 1 бисерину и проходим вот по ходу движения. У нас отсюда выходила нитка,
А мы заходим в следующую бисерину по ходу плетения. И у нас с вами вот такие рожки образуются. Еще раз покажу, как присоединить биконус с бисеринами. Заходим в биконус. Набираем еще одну бисерину. И по ходу плетения проходим в следующую бисерину. Вот так. И делаем так 12 раз. Ну вот, мы набрали наш последний биконус. Проходим точно так же, смотрите, по ходу плетения в соседнюю бисерину. И проходим вот в биконус, который стоит рядышком, вот в эту вот бисерину. То есть мы проходим по бисерине от биконуса в сам биконус. И заходим с любой стороны в бисерину. Вот такое солнышко должно получиться. И теперь мы будем делать каждый раз вот такой набор. 5 бисерин. И из одной верхушечки проходим в другую. Каждый раз набираем 5 бисерин и проходим по верхушечкам нашего солнышка. Вот я набрала последние 5 бисерин, захожу в верхушечку и прохожу вперед на 1, 2, 3. То есть я должна выйти в центральную бисеринку от 5. То есть у меня получается вот верхушечка, и каждый раз я буду проходить 1, 2 в 3 бисерину. Если у вас не очень много опыта, то при наборе вот этих вот 5 бисерин можно набирать вот так. 2 бисерины основного цвета, а сюда вы можете подобрать по цвету, ну, любую другую бисерину, которая будет вам подходить. Тогда вам не придется каждый раз высчитывать вот эту вот 3 бисерину. Я беру кристаллы 2 на 3. И проходим, смотрите, вот бисерина, которая от кристалла, а мы проходим вперед. 1, 2, и вот сюда в 3 заходим. Пока ничего не затягиваем, просто набираем кристаллов каждую 3 бисерину между биконусами. Отсчитываем опять. Вот бисерина от биконуса. 1, 2, 3. Итак, мы набираем кристаллы в каждом промежутке между биконусов. Ну вот, смотрите, мы набрали кристаллы. И теперь мы должны... Вот у нас, видите, выходит ниточка вот здесь из 3 бисерины. И мы набираем последний кристалл. Мы заходим вот туда, откуда у нас выходит ниточка от первого кристалла. И заходим в этот кристалл. Вот так.
Вот такая вот должна получиться. Теперь делаем так, чтобы все кристаллы стояли вот сюда, в сторону серединки. Они выкручиваются, но повернете их, все кристаллы, в эту сторону. И давайте потихонечку начнем подтягивать. Когда мы начнем подтягивать, вот видите, этот кристалл не хочет становиться. Мы его раз и повернули. Следующий повернули. Где не хочет, развернули. И еще разочек. И чуть-чуть подтянем. Подтягиваем. Теперь берем наш кристалл. Я как смогла свою пуговицу здесь обломала. Но, конечно, существуют, продаются и специальные кристаллы такие. У меня, к сожалению, сейчас нету. И вставляем мы наш кристалл вот сюда. У нас такая как чашечка для него образовалась. И вот теперь-то мы с вами должны хорошенечко подтянуть нашу нитку. Я зайду в бисерину из кристалла и будем подтягивать уже капитально. Желательно пройти еще раз по кристаллам и бисеринам. То есть, если нитка выходит у меня из бисерины, захожу в кристалл и опять делаю то, что мы проходили. Кристалл, бисерина, кристалл, бисерина, бисерина. Подтягиваем, чтобы у нас хорошо-хорошо затянулось. После того, как вы хорошенечко подтянете все кристаллы, то получается уже достаточно симпатичное украшение. Вот такая вот 12-конечная звезда. Ну, а сейчас я вам покажу, как сделать из вот такого украшения. Ну, пусть будет не совсем квадратная, но вот такой вот кулончик. После того, как подтянули ниточку, вот, видите, она выходит у нас из кристалла. Мы заходим обязательно в бисерину, которая стоит рядом с кристаллом. И проходим вот сюда, в наш лучик. И выходим вот в эту бисерину, которая стоит над биконусом. И смотрим. Если у нас наш крестик вот здесь, то мы просто набираем. Мы набираем 2 бисерины. Хорошо подтягиваем. Набираем еще 2 бисерины. И заходим тоже вот в эту вот верхушечку от нашей звездочки. И хорошо подтягиваем. Смотрите, теперь у нас получилось так, что здесь хвостик от нашего крестика. Берем биконус и заходим точно так же из одной бисерины в другую. И подтягиваем. Теперь точно так же набираем 2 бисерины, 2 бисерины. Смотрим. Между бисеринами у нас хвостик нашего крестика. И в этом месте мы одеваем биконус.
Теперь опять 2 бисерины, 2 бисерины, 2. И еще 2. Кристалл. Две бисерины, 2 бисерины и биконус. Теперь ваша задача, если вы будете делать это украшение так, хорошенечко стянуть и пройти еще один раз. После того, как вы пройдете ниткой раз и два, уходите где-нибудь на обратную сторону и ниточку закрепляете. Заходим в наш вертикальный биконус, вот ниточка выходит. Заходим вот сюда, в этот биконус. Проходим бисерину. И вот здесь где-нибудь мы просто подходим под нитку и завязываем 2 узелочка. Раз и 2. Завязали. Подошли под ниточку. И завязали еще 2 узелочка. Ну вот и все. Теперь надо убрать кончики. И тот кончик, с которого мы с вами начинали. Ну вот такое у нас с вами получилось украшение. А это украшение я вот сейчас посмотрела. Скорее всего, я сделаю из него украшение звезду. Распущу квадратики и сделаю звезду. Ну, а дальше на ваше усмотрение, то ли вы захотите носить этот кулон как вот в таком положении, то ли вот в таком положении. Сначала мне казалось, что уголком кверху будет красивей. Теперь я смотрю, мне нравится больше так. От этого и будет зависеть, как вы сплетете петельку для того, чтобы кулон этот повесить на цепочку. У меня на канале есть плейлист, который называется «Броши-кулоны». Там большой выбор различных кулонов, и во всех из них я показываю, как сделать петельку для кулона. Вы определитесь, как вам захочется расположить свое украшение, и выберите подходящий из предыдущих видео метод плетения вот этой петельки. Ну а на этом я заканчиваю. Желаю вам всего доброго, будьте здоровы, до свидания.